В отдаленном городке, утонувшем во времени 1930 года, существовало странное фото, пожелтевшее от времени и покрытое мелкими трещинами. На нем 5 детей стояли в ряд, глядя в объектив с беззаботными, наивными улыбками. Самая младшая девочка с бантами, затем 2 мальчиков, еще 1 девочка, и замыкал цепочку самый старший ребенок, подросток с серьезным взглядом. На первый взгляд обыденный снимок, таких 1000. Но этот таил в себе ужас, который начал медленно расползаться по городу. Прошло всего несколько дней после того, как фотография была сделана, когда начались события, которые навсегда изменили жизнь жителей. Один за другим, с промежутком ровно в 1 месяц, дети начали умирать. И не просто умирать, они уходили из жизни в том порядке, в котором стояли на злополучной фотографии. Страх проник в каждый дом. Люди шептались о проклятии, о старой ведьме, якобы когда-то изгнанной из этих мест, а кто-то винил саму камеру, которая могла быть запечатленной смертью. Были и те, кто пытался найти рациональное объяснение болезнь, отравления, совпадения. Но логика сдавала позиции перед цепкой, мертвой тишиной и траурными лентами на дверях. Родители оставшихся детей держались за друг друга, как утопающие. Они не спали, молились, искали защиту в молитвах и заговоренных талисманах, но внутри все сжималось от ужаса перед очередным роковым днем. Когда остались только 2 живых, в город прибыл молодой детектив по имени Эдгар, ведомый не столько долгом, сколько внутренним беспокойством. История дошла до него, как шепот из иного мира. Он начал копать. Поговорил с семьями, просмотрел церковные архивы, рыскал по запыленным подвалам мэрии и изучал каждую деталь прошлого городка. Чем глубже он углублялся, тем яснее становилась эта не случайность. В далеком прошлом произошло предательство, которое не получило искупления. История о несправедливости, заглушенной молчанием, но не забытой. Дети оказались не жертвами случайности, они стали последним звеном в старой цепочке вины. Разгадав эту тайну и раскрыв имена виновных, Эдгар сумел остановить цикл смерти, прежде чем погиб последний ребенок. Тайна была раскрыта, дух мести успокоен. Финалом стала тихая церемония у нового памятника, поставленного на месте, где нашли последнюю жертву. Сквозь витражи старой часовни пробивался мягкий свет, ложась на надгробие 5 детей, словно отпуская их навсегда. Город, много лет сдерживаемый страхом, наконец обрел покой. Память о детях осталась как напоминание о силе правды, цене молчания и том, что прошлое не умирает, пока его не назовут по имени.